Первое, что приходит ко мне в голову, если сказать французский суп, это луковый. Невероятно простой в приготовлении, но такой вкусный. От чего только стоит греночка с сыром сверху. Готовлю знаменитый суп в этом ролике. Продолжайте смотреть, будет очень вкусно. Привет, дорогие друзья, меня зовут Галина Артеменко, и я обожаю классический французский луковый суп. И сейчас считаю идеальнейшее время его приготовить. Насыщенный, очень сытный и такой согревающий. Моя любовь с этим супом сложилась не сразу. И сейчас у меня есть секретики его приготовления. Во-первых, это большое количество лука. Не стоит опасаться этого параметра тем, кто к луку относится с не очень большой любовью, потому что лук здесь не просто обжаривается, то есть суп не будет по вкусу как просто куча жареного лука. Лук готовится особенным образом, что и помогает получить тот вкус, тот насыщенный и классный запоминающийся вкус, который и влюбляет в этот суп с первой ложечки. Итак, обо всех особенностях я расскажу в процессе приготовления, и давайте уже приступать. Для супа понадобится много лука, будет очень ароматно. Также потребуется бульон, немного лимонного сока или сухое вино для баланса, сливочное масло и мука. Травы и чеснок придадут колоритный аромат, а для гренок сверху я беру черствый хлеб и сыр. У меня тут два сорта для насыщенности. Чеддер и эмменталь, но можно взять только один сорт. Список всех ингредиентов я оставила в описании под роликом. Начинаю с того, что нарезаю очищенный лук тонкими перьями. Разрезаю луковицу напополам и затем рублю ножом вдоль. Такая нарезка удобная, плюс лук будет приобретать карамельный окрас, долго готовится, но не разварится в кашу, плюс и ко вкусу, и к текстуре. Чтобы обойтись минимумом посуды, готовить все буду сразу в кастрюле с толстыми стенками и дном. Тут это важно. Если у вас есть чугунок, используйте его. Растапливаю сливочное масло на маленьком огне и отправляю в кастрюлю лук. Накрываю кастрюлю с луком крышкой и оставляю готовиться в течение 15-20 минут. Важно, чтобы огонь был очень маленьким, лук будет не жариться, а пропариваться. Он пустит сок, станет прозрачным, на дне образуется влага. Время от времени помешиваю лук, чтобы процесс шел равномерно. Пока готовится лук, очищаю и раздавливаю зубчики чеснока и затем их грубо рублю. Снимаю крышку с кастрюли с луком, всыпаю к луку травы и чеснок, перемешиваю. Теперь можно слегка увеличить огонь. Видно, как активно пошло испарение влаги. Лук теперь начинает жариться. Помешивая, готовлю еще 15-20 минут, пока лук не станет ароматным и равномерного карамельного цвета. Влага испарится, лук станет румяным, а сама масса будет напоминать луковый конфитюр. Обратите внимание, насколько уменьшился объем лука. Я сделал настоящий концентрат вкуса, и это точно не будет напоминать вам просто жареный лук. Всыпаю к луку муку, перемешиваю. Добавляю перец и соль. Готовлю минуту. Вливаю лимонный сок. Вливаю в несколько приемов бульон, перемешивая смесь. Так суп загустеет равномерно. Довожу суп до кипения, прикрываю крышкой и оставляю готовиться еще на 15 минут. Этим временем делаю заготовку для гренок, режу черствый хлеб. Это может быть багет или любой другой. У меня гречневый, вписывается сюда просто прекрасно. Подсушиваю хлеб в тостере. Можно его смазать маслом и запечь в духовке, либо поджарить на сковороде, но в тостере быстрее и удобнее. Натираю на крупной терке оба вида сыра и перемешиваю. Разливаю суп по огнеупорным формочкам, оставляя около сантиметра от края сверху. Посмотрите, каким густым и нежным он получился. В каждую емкость я отправляю по ломтику хлеба и слегка притапливаю его. Он будет впитывать жидкость супа и станет нежнейшим, но при этом с хрустящими бочками. Каждую гренку посыпаю щедро сыром. Отправляю суп с гренками под гриль на 5-7 минут, температура 250 градусов, или в духовку в другом режиме до получения расплавленного и слегка румяного сыра. Подаю суп сразу же. Невероятно! Если мой рецепт пришелся вам по душе, ставьте лайк этому ролику и в комментариях поделитесь, любите ли вы французский луковый суп. Возможно, ваша любовь с ним сложилась с первой ложки,
Возможно, как и у меня, тоже пришла не сразу, а возможно, вы еще никогда этот суп и не пробовали, и это отличный шанс немножко кулинарно попутешествовать. Меня зовут Галина Артеменко, это канал «Жизнь вкусная». Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, так вы не пропустите выход новых вкусных роликов.